Всем привет! Сегодня вашему взору представляется последняя новинка фирмы «Звезда» в этом году. И это набор сборной модели российский бронеавтомобиль Тайфун К в 35 масштабе. Тайфун – семейство бронеавтомобилей повышенной защищенности. Впервые были продемонстрированы в 2011 году на полигоне, 9 мая 2014 года на военном параде в Москве и на параде 9 мая 2015 года. На обратной стороне коробки мы можем видеть следующую информацию. Количество деталей в наборе 372 штуки. Длина собранной модели 22,7 см. Описание прототипа на двух языках, русском и английском, фотографии собранной модели. Стоимость модели составляет 2500 рублей. И это не единственная сборная модель Тайфуна К. В 2017 году аналогичную модель выпустила фирма Таком. Вот она перед вами, и ее тоже я покажу в данном ролике. Цена модели от Таком составляет около 4000 рублей. Первый литник от Звезды перед вами. Здесь основные детали — это верх и низ корпуса машины. Постараюсь приблизить как можно ближе, чтобы вы смогли посмотреть деталировку. Приборная панель автомобиля с бардачком. Низ корпуса машины. Хочу сразу забежать вперед и сказать, что корпус у Звезды собирается из 4 деталей, а у Такома из 3. В обеих моделях дан полный интерьер. Здесь видны следы толкателей, но так как будет устанавливаться пол, их видно не будет. А вот как выглядит корпус машины у фирмы Таком. Я не собираюсь делать выводов, даже никаких выводов в этом ролике, какая модель лучше или хуже. Я просто покажу как есть, выводы вы сможете сделать сами. Вид на обе модели спереди. Литник с нижней части корпуса перед вами. Собирается он из двух половин. Пол машины тоже фирмы Таком. И приборные панели двух моделей. Слева Таком, справа Звезда. Следующий литник от Звезды. Ходовая часть, обшивка дверей, внешний блок кондиционера, кресло водительской кабины и многое другое. Вообще, Тайфун К – это новейшая разработка российских НИИ, но он уже побывал в горячей точке, а именно в Сирии. 18 ноября 2019 года в городе Кобани, патрулируя и находясь в совместно российско-турецком конвое, в состав которого входили бронемашины Тайфун К, был встречен агрессивной группой жителей города, забросавшей патруль камнями и бутылками с зажигательной смесью. Пострадал только верхний слой стекол. И похожий литник от Таком. Кондиционер, обшивки дверей. Выглядит все немножко иначе. Вы можете сами сравнить некоторые детали. Следующий литник — это у нас Звезда. Левая и правая сторона корпуса
корпуса Tacoma. В основном все одинаково, но различия есть. Продолжаем знакомиться со звездой. Следующий литник перед вами. Ступеньки для водительской кабины, решетки фар. Лестница, которая крепится на правую сторону корпуса машины. Она же на литнике от Tacoma. Следующий литник, звезда, кресло для перевозки личного состава, диски колес, литник от Tacoma, кресло. Вот кресла прям разятся от звезды, и у Tacoma они гораздо лучше. На фотографиях вы видите, как они выглядят на прототипе. И у Tacoma они похожи, у звезды нет. И заключительный литник от звезды перед вами, он идентичен предыдущему. И у Tacoma ситуация такая же. С пластиком мы разобрались, переходим к колесам. Это очень важная часть, очень важные детали. Начнем с колес от звезды. Они перед вами. Есть надпись Michelin на бортах. Хороший протектор. Жесткая резина. В наборе идет 6 покрышек. Дальше на очереди Tacoma. Ну, естественно, тоже 6 покрышек. Но они уже мягкие. Также есть надпись Michelin на бортах. Также хороший протектор. Все довольно-таки неплохо. Я считаю, что колеса идентичные. Но резиновые колеса это хорошо, но лучше, когда они смоляные. И фирма Mini-Arm уже выпустила в продажу смоляные колеса для данной модели. Колеса сделаны под легкой нагрузкой. Здесь упор на слово легкую нагрузку. То есть все-таки не слонов перевозят. Отличный протектор. Детализация, конечно, на уровень выше, но это стоит денег. И диски для колес. Даны они отдельной деталью. Сейчас мы сравним с пластиком от звезды. Ну, здесь на самом деле примерно одинаково все. Литник с прозрачными деталями, звезда, люстра на крышу, хорошее качество, стекло прозрачное, без искажений. Вот она люстра. И литник от фирмы Tacoma. Здесь все довольно тоже хорошо.
А вот с декалью фирма «Звезда» постаралась на славу. Гораздо больше информации, чем у Такома, на 3 варианта камуфляжа. 2 из них сирийский, а вот эта декаль фирмы Таком. Даже нет номерных знаков. Здесь везде большой-большой плюс. У «Звезды» в наборе присутствует имитация зеркал заднего вида. Тоже плюс. Но у Такома есть плата фототравления. Небольшая, это решетки, но есть. У «Звезды» нет. У «Звезды» есть вот такая сеточка. Но ее, конечно, желательно поменять. Инструкция «Звезда». Черно-белая. 2 варианта предлагает сборки. Это у нас с открытыми люками и закрытыми. Описание прототипа на 2 языках, русском и английском. Содержимое набора, который мы только что посмотрели. И сборка. Ну, естественно, что сборка начинается с интерьера машины. Хорошая инструкция. Все довольно подробно. Здесь как бы вопросов везде нет. И цветная вкладка, схема окраски модели и размещение декалей. Как я уже сказал, на 3 варианта. Первый вариант Тайфун К из состава военной полиции группы вооруженных сил Российской Федерации и Сирийской Арабской Республики, 2017 год. Вариант номер 2 Тайфун К из состава военной полиции Дальневосточного военного округа, 2018 год. И вариант номер 3 Тайфун К из состава бригады спецназа Дальневосточного военного округа, 2017 год. Инструкция Таком. В виде книжки сделано, тоже черно-белая. Также содержимое набора. Та же сборка. На 3 варианта дана инструкция по окрасу автомобиля. Это у нас Российская армия, 2017 год. Парад, 2015 год. Парад Победы я имею в виду. И 2015 год Российская армия. С моделями разобрались, теперь перейдем к дополнениям к этой модели. Про колеса от фирмы Mini-Arm я уже вам сказал, их показал. Боевой модуль дистанционного управления, также от фирмы Mini-Arm. Передатчик помех RP377 VM1, фирма Mini-Arm. Передатчик помех RP377 VML1, все та же фирма Mini-Arm. ASK Decals. Регистрационные номера Российской Федерации. Большой лист декалей, мне кажется, на всю жизнь хватит. И тонировочная зеленая пленка от фирмы SX Art.
Все-таки стекла у машин в основном в зеленой тонировке. Приобрести данную модель вы можете на нашем сайте i-modelist.ru. Спасибо за внимание, оставляйте комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До встречи!